Приветствую всех на канале Алекс Моторный. В предыдущем видеоролике на моем втором канале вы могли узнать о том, как оценивают харьковчане работу мэра города Игоря Терехова. Как вообще оценивают свой город, как харьковчане приспособились к войне и многое другое. Если вы случайно пропустили то видео и не посмотрели его, то ссылку на него я оставлю в описании к видео, которое вы сейчас смотрите, или в конечной заставке. В этом выпуске мы поговорим о том, как харьковчане оценивают ЖКХ, транспорт, дороги и школы в городе. Это своего рода продолжение к предыдущему видео на канале. А харьковчане довольно высоко оценивают работу местных коммунальщиков и городского транспорта. Критически относятся к работе полиции и сферы образования, но в целом считают, что дела в городе развиваются в правильном направлении. Таковы данные социологических исследований, которые в апреле-мае 2024 года провела социологическая группа «Рейтинг» от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института. Итак, примерно 2/3 опрошенных харьковчан, 62%, считают, что дела в Харькове развиваются в правильном направлении. 22% считают, что в неправильном, 16% затруднились ответить. В целом Харьков занимает 3-е место среди областных центров Украины по уровню оптимистичности горожан. ЖКХ, вода и тепло. 3/4 опрошенных харьковчан, 77%, оценили водоснабжение как отличное и хорошее. Лишь 8% оценили как плохое и ужасное. Почти 2/3 харьковчан, 62%, оценивают работу тепловиков на отлично и хорошо. Еще 16% удовлетворительно. Лишь 11% считают, что отопление в Харькове плохое и ужасное. Харьков – лидер среди городов Украины в вопросе оценки вывоза мусора, причем с огромным отрывом от 2-го места. 85% опрошенных горожан оценивают эту услугу на отлично и хорошо. Оценку плохо и ужасно поставили только 6%. Электроснабжение на хорошо и отлично оценивают 42% харьковчан. Это самый низкий показатель в стране. Оценки плохо и ужасно дали 26% горожан. И это самый высокий показатель в стране. Очевидно, такие оценки связаны с отключением света, так как российские обстрелы разрушили энергетическую систему региона. К поставке газа особых претензий нет. 82% горожан оценивают его на отлично и хорошо. Уличное освещение в Харькове на хорошо и отлично оценили 29% респондентов. Но следует отметить, что после ударов по энергетической инфраструктуре Харьковской области в целом в Харькове фонари не включают. Транспорт. В Харькове по оценке респондентов практически нет проблем с общественным транспортом. 69% харьковчан оценивают работу транспорта на отлично и хорошо. Еще 17% считают работу транспорта удовлетворительной. Харьков занимает 3-е место по уровню позитивной оценки работы транспорта горожанами. Дороги. А вот тут мнения относительно состояния дорог разделились. Те, кто оценивает его как отличное и хорошее, и те, кто считает его плохим и ужасным, примерно одинаково 33 и 29% соответственно. Остальные считают состояние дорог удовлетворительным или же затруднились с ответом. По оценке состояния дорог Харьков занимает 4-е место.
Бомбоубежища. Лишь 13% харьковчан считают городские бомбоубежища хорошими и отличными, а 35% плохими и ужасными. ЦНАПы. Работой Центра предоставления услуг довольна треть харьковчан, 32%. Только 12% считают его работу плохой и ужасной. Но почти треть, 28%, затруднились с ответом. Это может указывать на то, что данная часть горожан или не пользовалась услугами ЦНАПов, или пользовались крайне редко и не смогла сформировать свое мнение о его работе. Школы и детсады. Треть харьковчан, 32%, оценивают работу школ как плохую и ужасную. Как хорошую и отличную всего 15%. Напомню, все школы в городе работают в онлайн-режиме. Очное обучение организовано только в помещениях метро, рассчитанных на 2400 учащихся, и в первой в Украине подземной школе, рассчитанной на 900 человек. Невысоко харьковчане оценивают и работу детских садов. 9% опрошенных хорошо и отлично, 23% плохо и ужасно. Но 60% заявили, что им услуга недоступна, или же они затрудняются с ответом. Такие данные отражают ситуацию, в которой оказалось дошкольное образование в Харькове. Детские сады с начала военных действий закрыты. По уровню положительной оценки работы школ и детских садов Харьков занимает последнее место. Медицина. Харьковчане в целом удовлетворены уровнем медицинских услуг. На хорошо и отлично их оценили 42% респондентов. Еще 29% считают их удовлетворительными. Работу полиции харьковчане в основном оценивают на хорошо и удовлетворительно 52%. Лишь 8% респондентов поставили копам отлично. Тех, кто считает работу полиции плохой и ужасной, тоже не особо много, 17%. Доступ для людей с инвалидностью харьковчане оценивают не столь высоко, как работу ЖКХ. 31% считает его плохим и ужасным, хорошим и отличным 16%. Относительно соцзащиты мнения харьковчан разделились в равных долях. 26% поставили хорошо и отлично, 26% удовлетворительно, 26% плохо и ужасно. Остальные затруднились с ответом или сообщили, что им соцуслуги недоступны. Харьковчане не ждут экономических улучшений в ближайшее время, но считают будущее страны обнадеживающим. Они поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО. Больше половины опрошенных харьковчан заявили, что экономическое положение их семей за год стало хуже. 28% указали, что оно сильно ухудшилось. 29% немного ухудшилось. Намного улучшилось экономическое положение лишь у 1% семей. И у 9% немного улучшилось. Остальные 32% заявили, что экономическое положение их семей не изменилось. На экономические перспективы страны харьковчане смотрят без оптимизма. 30% считают, что в ближайший год ситуация немного ухудшится, а 23% что сильно ухудшится. В то же время только 2% считают, что экономическое положение страны значительно улучшится, 10% что немного улучшится, еще 11% затруднились дать ответ. 17% харьковчан считают, что восстановление в стране следует проводить как можно быстрее, даже без модернизации. 69% уверены, что спешить не стоит. Восстановление может быть долгим, но с модернизацией. 13% или предложили другие варианты, или затруднились с ответом. К какому экономическому союзу должна присоединиться Украина? Харьковчанам было предложено два варианта – Евросоюз или Таможенный союз. ЕС выбрал 61% опрошенных харьковчан, только 7% за Таможенный союз,
Остальные или считают, что следует выбрать другие союзы, или затруднились с ответом. Вступление в НАТО поддерживает 55% опрошенных харьковчан против 18%. Остальные затруднились с ответом. Респондентам, у которых родственники выехали за границу, был задан вопрос: планируют ли их родные возвращаться в Украину. 34% опрошенных харьковчан сообщили, что нет. Еще 19%, что их родственники не определились. Только после окончания боевых действий планируют возвращаться родственники. 2% готовы это сделать в ближайшее время, несмотря на войну. Остальные затруднились с ответом. В целом, участники опроса оценивают будущее Украины оптимистично. Среди харьковчан видят его скорее обнадеживающим 68%. Значительно меньшая часть харьковчан, 19%, считает, что будущее страны скорее безнадежное, и 12% затруднились с ответом.